Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? Что нельзя игнорировать, что нельзя пропустить? Давайте с вами узнаем. Очень судьбоносным может выдаться ноябрь месяц. Это как перемены на пороге, правда? Этот период для нас формирует наше будущее отчасти. Все то, что мы услышим или с чем мы столкнемся, может иметь принципиальное значение для нашей мечты, мои дорогие. Тут что-то более глобально. И последние месяцы уходящего года мы подводим итоги и строим дальнейшие планы. Что изменит вас? Что изменит вашу жизнь? Тоже давайте узнаем. И в первую очередь мы разложим карты пасьянса. Именно о событиях нам говорит старинный цыганский пасьянс. Вот давайте узнаем, какие в основе важных свершений до конца года будут лежать события. Или что будет формировать вот как раз ваше будущее, чем вам доведется, может быть, до конца года заниматься. И это будет как раз иметь для вас большое значение. Итак, будем, конечно, реалистами, потому что все мы разные, хоть и объединяет знак зодиака, а все же судьба у каждого своя. Итак, какие там события у вас на пороге, давайте узнаем. Семейное счастье. Это значит и вопросы пары, это вопросы личной жизни, вопросы дома тоже дважды. И с домочадцами, тем не менее, тоже есть какие-то темы. Но ведь это добрые карты. Смотрите, у вас выпадает как на одном пятачке, можно сказать так, в одном месте и семейное счастье. И действительно вопросы, связанные либо с недвижимостью. Ну, у кого же что? Тут кто-то переезд надумал или собирается переехать, ищет информацию, готовит документы. А у кого-то, может быть, дома, да, ремонт. Вот, кстати, ноябрь месяц. Избавиться от лишнего, избавиться от хлама, буквально расчистить территорию. Как, знаете, освободить энергию от, ну, чего-то старого, уже ненужного. Это, знаете, как алхимия будущего или магия ваших свершений. Пойдем с вами дальше. Вот это, видимо, для вас как принципиальное значение имеет, мои дорогие стрельцы, потому что у вас это выпадает, ну, как первым значением. Как будто уже от этого мы можем оттолкнуться, и до конца года это может быть важным. Смотрите, выпадает листва, и в нашем пасьянсе это ожидание. Ну, это может быть и ожидание документов, это какое-то запланированное, допустим, дело, или, может быть, даже как случай, да, вы ждете чего-то. Тут главное, чтобы пустого ожидания не было. Вот этот момент учтите. Мы должны действовать, не бездействовать, да? Но, понятно, это все должно как-то быть в разумном эквиваленте. Ладно, идем дальше. Что там для стрельцов, моих дорогих любимых? Любовь. Ну, правда, видимо, где-то больше нас разворачивают в сторону личной жизни. Карты и доброе время. Может быть, что-то очень важное вам придется решать до конца года. И даже если вы один или одна, вы можете, с одной стороны, прочувствовать: надоело мне это одиночество, надоел мне этот сольный вариант. Даже если до этого времени вы предпочитали где-то, вы здесь можете прочувствовать для тех, кто один или одна, и решиться, может быть, расширить горизонты ваших контактов, пустить новых людей, мои дорогие стрельцы, в вашу жизнь, больше общения, может быть, даже больше путешествий. Я такое вполне предполагаю, и тут уже не карты, тут уже я учитываю планетарные транзиты. Для запланированных путешествий, для запланированных переездов, знаете, это может быть такая сила в вас, как энергия какая-то поднимается, и тогда вы это не пропустите, мои дорогие, не игнорируйте, потому что для вас как бы в принципе путешествие, переезд, какой-то драйв, он вас внутренне наполняет, он вам позволяет чувствовать как динамику жизни и меняет где-то вас и вашу жизнь тоже. И, наверное, вот я уже начала говорить, а у нас еще не выпало это или не совпало, а вот уже теперь нам говорят «да». И это как подтверждает правильность моих слов. Дорога, мои дорогие. И у кого-то это, безусловно, может быть дорога или дороги.
много мелких для согласований, а у кого-то это что-то более такое глобально весомое, и при этом уверенность. Здорово. Ну вот, наверное, смотрите, выпадает нож. Это ссора. Или, ну, какая-то конфронтация. Больше нас, конечно, предупреждает это значение. Ты смотри, не поссорься. Может быть, иногда и так бывает, когда мы в чем-то уверены, но вот самонадеянность, да, вот это приходит. И очень сложный такой момент, когда нам нужно не переусердствовать, может быть, в собственных доказательствах, потому что очень добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. А когда мы как раз самоуверены, вот этот якорь, да, вот эта самонадеянность, нам же кажется, что ну и дальше как-то так будет. Или нам кажется, что мы правы в чем-то. Поэтому, знаете, тут правда, конечно, у каждого своя, но часто она бывает где-то как в складках между светом и тенью. Поэтому кто знает, потом мы узнаем какую-то информацию, причем так наверняка, и можем столкнуться с тем, что либо были в чем-то неправы, но иногда это касается и людей. Ну, одним словом, где-то держите марку, мои дорогие стрельцы. Может быть, и захочется кому-то что-то доказать, но тогда нам это значение говорит, как будто не имеет смысла, понимаете? Потратим время, нервы и энергию свою не в том направлении. И в нашем пасьянсе мы можем складывать в крайних рядах карты. Вот я смотрю, что у вас совпадает. У вас совпадает ангел. Вот эти первые значения, все то, что я сказала, для дома, для личного счастья, для любви, для семьи, вас как будто ангелы берегут, наблюдает ангел за вами. Но кто знает, может быть, это встреча с таким человеком, который как ангел. А вы можете, ну, рядом у нас, вот если мы, скажем так, пусть это как бы начало и конец, альфа и омега. И если вот уже ближе к омеге, да, к завершению, то вот тут рядом нож. Правда, тут вам с кем-то, я, по крайней мере, вижу, не поссориться с тем человеком, который вам ничего плохого не желает, кстати. Но, в принципе, очень доброе значение. Так, смотрю, что у вас еще совпало. Нет чего-то у вас такого, чтобы, понимаете, ну, как предупреждающего значения. Нет, такого у вас не выпало. И это уже добрый знак сам по себе, возможности, по сути дела. Как упорядочить, организовать свою жизнь. Ну, вот только вот один этот нюанс, нож, а остальное быть счастливым, мои дорогие, самое время. Или задуматься, может быть, о личной жизни. Но до конца года у нас еще есть время. Поэтому, я так думаю, вы от того момента, когда вы смотрите это видео, тут могут произойти некоторые метаморфозы. Вернитесь, пересмотрите ближе к концу года. И, может быть, тогда поймете лучше, зачем какие-то встречи, какие-то перемещения дороги или то, что вы запланировали. Зачем все это было нужно. А мы с вами идем дальше. Что прояснится? Что прояснится до конца года для моих дорогих, любимых стрельцов? В чем наступит ясность, когда? Что уйдет? Или вы сами это завершите, или вы сами от этого откажетесь, или, может быть, это какое-то дело, когда, ну, до ума, как говорится, довел, или до какой-то точки. Все, закрыл эту тему, и все, теперь спи спокойно. То есть, ну, и такой вариант мы допускаем. А что нового придет? Придет взамен? Или что нового идет в вашу жизнь? Или вами будет продолжено? Вот давайте будем узнавать, что прояснится. Ну вот я только что говорила, да, вот тут не переусердствовать с доказательствами, и вам выпадает аркан сила. У вас сейчас очень сильная позиция. Мои дорогие девочки, а вы особенно привлекательны для противоположного пола. Это время вашей силы. Мои дорогие мужчины, есть женщина, может быть, и про одиночество я говорила для тех, кто в сольном варианте. Вот тут есть возможность встретить очень важного человека в вашей жизни. С одной стороны ангел, с другой стороны это самодостаточная персона. И правда, ведь карта силы тоже говорит, с одной стороны, опять же, критическое мышление, то есть осознанность, не делать что-то на автоматизме, но для каждого из вас быть дипломатом, мои дорогие.
Не случайно нам показана девушка и половина лица, как будто львиная грива. А лев– это прообраз нашего эго. Ну, так вот хочется по-своему. А вроде бы как не всегда это нужно. Примите во внимание, что у вас добрый период жизни. Время ваших возможностей, мои дорогие. И даже все то, что я сказала до карт, и где-то с учетом планетарных транзитов, оно точно так же. Не упустить какую-то возможность. А часто ведь возможность к нам приходит как-то, ну, согласитесь, криво, да? Или так, как мы вовсе не ждали. Карта имеет энергию, как у мага. А маг, понятно, он ни с кем вообще не спорит. Он, в принципе, даже из какого-то минуса, или, знаете, как мы иногда воспринимаем минус, как, ну, вот у нас что-то не получилось. Или какой-то кризис, как фиаско. А по сути дела, всегда кризис– это новые возможности. Об этом тоже где-то говорит карта «Сила», и у вас будет достаточно сил, что прояснится. Старший аркан вы сами прочувствуете, может быть, когда вы решаете вопросы, точнее, с позиции дипломатии или когда вы больше настроены на диалог, но не на монолог. Монологи нам уже сказали, они ведут в никуда. И вы можете удивиться о том даже самому себе, насколько проще решаются многие темы. Или когда даже прежние какие-то патовые ситуации вы тут разрулить вполне можете. Для вас нет ничего невозможного. Это на самом деле, что прояснится. Прояснится ваша сила в каком-то новом, как амплуа, в новом качестве. Что уйдет? Что вы завершите? Королева чаш. Ну, здесь может быть самые разные вопросы, кстати, по части. Иногда эта карта будет означать наших близких, наших супругов, но также означает ожидание. Вот то ожидание и есть такое значение, ведь это карта любящего человека. Вот не поссориться тоже будет важно, потому что ну, где-то это вот именно все то, что, о чем мы говорили, и то, что выпало, с учетом этой карты в позиции, что уйдет, мои дорогие, с кем-то нельзя поругаться. С кем-то нельзя, ну, знаете, быть таким непримиримым, настроенным. Может быть, вам что-то и надоело, но, видимо, для вашего блага определенно худой мир лучше доброй ссоры. Я, конечно, допускаю, если это любовная личная история, а любовь идет под разными флагами. К примеру, была прежняя история любовная, может быть, это была семья или были отношения, а потом вы встретили другого человека. И вот мы же не знаем, любовь, говорят, нечаянно нагрянет. Вот нагрянула эта любовь. Но тогда упорядочить надо свою жизнь. Мы не можем это все до бесконечности растягивать. Может быть, до конца года вы будете с этим определяться. Но больше я вижу, что тут не должно быть какого-то ожидания. Понимаете? Потому что карта королевы чаш очень часто говорит о любящем человеке, который, ну, он где-то готов даже на самопожертвование. Это альтруист. Но альтруизм тоже имеет какие-то свои рамки. Вполне вероятно, вам где-то придется решать вопросы по части личной жизни, дома, семьи. Но, может быть, это просто родственники. Давайте мы достанем дополнительные карты, вообще с чем это связано. С работы. Работы на дому. С какой-то вашей занятостью. Может быть, это у кого-то из вас. Кстати, я точно так же могу предположить, что, может быть, это ваш избранник, супруг, супруга, да, мы уже по полу карту не рассматриваем, а близкий человек меняет работу или начинает как дополнительный заработок, делает первые шаги именно в работе на дому. Может быть, это творчество, а может быть, это вы сами, да, развиваете личное дело или что-то изучаете, потому что по этой карте мы где-то уделяем внимание и деталям. И это карта прогресса, одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. А у кого-то это может быть нерешенный денежный вопрос прежде с каким-то человеком. Может быть, иногда это и по недвижимости, если вместе соединим, потому что это в целом финансовая карта. Да, может быть, если что уйдет, какая-то тема с конкретным человеком, может быть, с вашим родственником, когда это было именно через деньги. Может быть и конфликт через деньги. Или когда вы хотите кому-то отказать. Может быть и так. Может быть, это кто-то ждет возврат долга, кстати, с тем человеком,
которого вы хорошо очень знаете. И были добрые отношения, ссориться, может быть, и не хочется. Но есть какие-то важные темы, мои дорогие стрельцы. Себя-то вы в минус тоже не можете вогнать. Тогда дипломатия, вот у вас время силы выйти даже из сложного положения или кому-то красиво сказать «нет». Понимаете, тут вот такой очень тонкий нюанс. Все же денежная составляющая, она присутствует. Кто-то будет менять работу, решиться, да. Но я тут вижу, это может быть как вторичный все-таки доход. Вот посмотрите, вы можете какое-то дело очень сложное подвести к итогу и поставить в этом точку. И будете собой довольны. Очень будете довольны. Даже, может быть, запутанную какую-то тему, которая где-то граничит между либо вашими родственниками, друзьями, знакомыми, ну, именно таким близким окружением, и деньгами. Или смена работы идет, да? Или смена, как, откуда вы получаете деньги. И вы можете тоже остаться довольны. Вы действительно упорядочиваете свою жизнь, и это вам не только помогает, это где-то добавляет вам сил. Потому что не нужно заново как будто что-то переделывать. Или не нужно заново искать какие-то тонкие подходы. До конца года вы можете решить даже застарелую какую-то проблему. Поэтому будьте внимательны. Что нового идет в вашу жизнь или будет продолжаться дальше? Еще один туз. Здесь время важных решений. Я всегда по этой карте говорю выход из лабиринта. И может быть как раз этот лабиринт все то, что, о чем мы сейчас говорили. Может быть тут переплетаются и вопросы личной жизни, и вопросы финансов, и дома еще. Или куда вы направитесь. Здесь может быть какое-то, знаете, такое основополагающее решение. То, что уже как начало прогресса чего-то нового. Потому что мы как выходим из этого лабиринта, когда мы раньше, может быть, нам казалось, что мы стучимся в двери, мы пытаемся быть понятым, а на самом деле там дверей-то и не было, там стена была. Вот здесь и такие могут быть для вас как открытие, что нет, вот этот вопрос нужно как-то переиграть и решить по-другому. Опять же, возвращаясь к карте сила. Но два туза– это как раз о завершении и о начале чего-то очень интересного, доброго и продуктивного. Ладно, что же будет дальше? Ну, наверное, больше я карт не тяну, мои дорогие. У вас такие значения добрые, знаете, душевные, светлые, перспективные. Карта императрицы. Что может быть лучше на новое? Да, у кого-то, мои дорогие девочки, кому это соответствует и по возрасту, и поставленным целям. Я жду ребенка. Вы можете узнать, что беременны. Вот такое может быть. Мои дорогие мужчины, вы тоже случайно можете узнать, что ваша женщина любимая беременна. И, может быть, тут придется сразу решать и вопросы по деньгам где-то, да, обеспечение как финансовые деньги. Один из способов взаимодействия с миром и решения вопросов как инструмент. Для кого-то это буквально с жилплощадью, а у кого-то и с работой тоже. Но не только плодовита карта императрица, буквально, а еще и плодовита на планы, на творчество, на хобби, на какую-то новую перезагрузку. Она собой не рискует. Вот, кстати, не рискуйте, правда, не рискуйте отношениями. Может быть, это, знаете, для всех, для каждого из вас будет важна опять же дипломатия, потому что императрица, для нее самый главный постулат себе не сделать хуже. Может быть, это то, что я говорила планетарно, словно расчистить пространство. Вам может захотеться, потому что вы чувствуете, что вам что-то мешает. И вам захочется от этого мешающего компонента избавиться. Но тогда это нужно сделать красиво, элегантно, мои дорогие. И у вас для этого все предпосылки. Вот что бы вы ни задумали, давайте подведем итог. Будь то это касается работы, каких-то финансовых поступлений, или реорганизации вашей жизни, смена графика и смена вообще места пребывания. У вас для этого добрая энергия. Вам и ангелы словно помогают. Вам планетарные транзиты, мои дорогие, помогают. А в 2026 году там будут для вас еще большие возможности. Но эти все возможности, с учетом, особенно когда уже Уран окончательно поселится, в знаке зодиака Близнецы. Для вас вообще время и ускорений, и возможности. И поэтому возможности, повторюсь, приходят неожиданно.
И мы можем так безапелляционно сказать: нет, так не будет. И все. А вот тут вот уловить вот именно то, что скрывается как будто в тени. И для вас нет ничего невозможного. Очень продуктивный, приятный, какой-то добрый период, как и до конца года. И главное, продолжение, какое может следовать, а? Но определяетесь вы, что вы будете продолжать, правда, до конца 2025 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.